Здравствуйте. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, почему сегодня предпринимаются попытки принизить, либо же вообще отрицать роль Красной Армии и советского народа в победе над нацизмом? Я думаю, это традиционная позиция Запада ослаблять конкурентов. Да, европейцы доминировали порядка 500 лет прежде всего, потому что хотели завоевать как можно больше земли, поработить как можно больше людей. И, по сути дела, все трагедии человечества до Второй мировой войны, включая Вторую мировую войну, это были трагедии, развязанные именно европейцами, начиная от колониализма, рабовладельчества, Турецкая война, Первая мировая война, Вторая мировая. Это все были попытки той или иной державы, которая в Европе выбивалась на первые роли, подавить конкурентов. Собственно говоря, ничего нового в конкуренции нет. Всегда люди состязались, и государства состязались. Но то, какими методами конкурентов подавляла Европа, конечно, это ужасно. И эти инстинкты, кстати, глубоко сидят в нынешнем европейском обществе, в элитах прежде всего, в тех элитах, которые в большинстве стран Европейского Союза, НАТО находятся сейчас у власти, хотя у оппозиции уже пробивается понимание неприемлемости подобных действий, подобной политики. Но инстинкты правящего класса в Европе, они сейчас наглядно проявляются в том, что происходит на Украине, в той войне, которую Запад руками киевского режима и телами киевского режима, телами граждан Украины развязал против Российской Федерации. Точно так же, как Наполеон под свои знамена практически всю Европу поставил в Отечественную войну первую, точно так же, как Гитлер, завоевав практически всю Европу, поставил под ружье и французов, и испанцев, да, большую часть стран континента, которые воевали на его стороне. И карательные операции французы осуществляли, и испанцы участвовали в блокаде Ленинграда, между прочим. Это хорошо известно. Поэтому вот и сейчас мы видим, как тоже почти весь Запад, почти весь Европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы на своих штыках пытаться продлить жизнь нацистского режима Зеленского. Это тоже делается, как и в эпоху Гитлера, тоже делается под нацистскими флагами, с шевронами СС, дивизией «Мертвая голова» и так далее, и так далее. И Запад, наверное, считает, что если по-честному описать его вклад в развитие человечества, то получится очень неприглядная картина. Поэтому пытается всячески обелить свои действия, обелить действия своих предшественников. И не зря ведь уже и реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях. По крайней мере, они голосуют против резолюции, которую Российская Федерация вместе со своими союзниками ежегодно вносит на Генеральную Ассамблею ООН, и которые требуют не допустить героизации нацизма и прочих подобных российских практик. Пытаются даже так лицемерно вкидывать в эту резолюцию поправки, которые будут приравнивать к нацизму то, что сейчас делает Российская Федерация, освобождая людей от нацистского гнета в рамках специальной военной операции. Но эти попытки успехом не увенчались, я уверен, не увенчаются. Но тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы, достаточно давно уже происходит и в Прибалтике, и в Польше, в ряде других стран Европейского Союза. И это тенденция, с которой необходимо очень жестко бороться. Среди примеров закрытия российской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау,
Это уже несколько лет происходит. Мы не имеем возможности ни экспозицию свою обновлять и не выступать там. Нас туда просто не приглашают. Поразительно, что вот в этом году церемония, посвященная очередной дате освобождения этого концлагеря, в ней участвовали те, кто, собственно говоря, этот лагерь и превратил в лагерь смерти. А тех, кто этот лагерь освобождал, мы так и не увидели. И я особо озабочен поведением генерального секретаря ООН. Не потому, что он как личность приближается к идеалу, а потому, что он генеральный секретарь ООН. И кем бы он ни был, а он португальский гражданин, он полжизни работал в международных организациях и должен понимать, что такое генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава, который гласит не принимать никаких указаний ни от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного чего – это выполнение целей Устава ООН. А он, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау, не упомянул ни разу Красную Армию, хотя день памяти о тех жертвах, он был установлен именно по итогам подвига красноармейцев. И это, конечно, печальная тенденция. Такое было уже и где-то 5 лет назад, задолго до специальной военной операции, когда в Иерусалиме на открытии специального памятника жертвам Ленинградской блокады, где участвовали президенты Путин, Макрон, премьер Израиля и вице-президент США господин Пенс. Все упомянули о подвиге Красной Армии. Господин Пенс сказал, и мы все были счастливы, когда вот такого-то числа января 1945 года союзники распахнули ворота Освенцима. Понимаете, да, какие союзники имелись в виду? То есть из серии «и мы пахали». Печально. Это, повторю, это не то, что вот сейчас новое явление в связи с их озлобленностью по поводу специальной военной операции. Это тенденция, с ней нужно бороться. Мы это делаем, повторю, прежде всего на площадке ООН с участием нашего экспертного сообщества. Многочисленные семинары проводятся, конференции, организуются выставки, рассекречиваются документы. И эту правду мы не имеем права позволить забыть. Какие еще Россия прилагает усилия для сохранения исторической памяти и противостояния развязанной против нас информационной войне? И являются ли современные судебные процессы по признанию геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях частью работы по восстановлению исторической справедливости? Несомненно, это одна из главных задач. Эти судебные процессы на данном этапе идут на территории Российской Федерации, на территории субъектов Российской Федерации, особенно тех, кто больше других пострадал в плане потери человеческих жизней, разрушений. Но мы активно сотрудничаем и с гражданским обществом. Есть немало структур, которые через экспертные оценки, через рассекреченные документы, через анализ дневников очевидцев занимаются сбором информации, которая позволит достичь, я считаю, на данном этапе одна из важнейших задач признания того, что творили немцы. И их европейские союзники, которые, повторю еще раз, активно участвовали в этих самых зверствах, признание всей этой деятельности геноцидом народов Советского Союза. Я убежден, это не скоро случится, потому что сопротивление колоссальное. Это под вопрос будет ставиться вся, в том числе и нынешняя философия большинства современных западных элит в Европе. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень.